Привет, меня зовут Диана. Привет, меня зовут Элистра. Привет. Всем привет, меня зовут Миша Плесень. Всем привет, ребята, меня зовут Тараканова Яна, я художник, и я очень благодарна Никите Лазареву за возможность поучаствовать в этом проекте. Сейчас я отвечу на вопрос, что мне помогает справляться с трудностями. Твое творчество мне помогает. С трудностями мне помогает справляться желание стать лучше, работать и развиваться. Переходя сразу к вопросу о том, что помогает мне справиться с трудностями, это в первую очередь, кроме психофарм, бесцельные многочасовые прогулки в совершенно случайную сторону. Кроме прочего, разумеется, творчество, но большая часть сделанных мною работ не является результатом сублимации, только малая часть является оной. Остальное – это рефлексия на отвлеченные феномены. Моя работа, я думаю, в основном о рефлексии, о накручивании, о каких-то таких мыслях, которые нам мешают жить, которые я сама очень часто испытывала и испытываю. Иногда происходят вещи и события, с которыми вообще сложно справиться, но приходится. И мне в свое время помогало максимально себя изолировать от этой ситуации и представить, как будто ты просто смотришь фильм, как будто ты персонаж какого-то нуарного фильма, где происходит всякий пиздец. И тогда ты как бы отчуждаешь себя от этого происходящего пиздеца, и как будто бы смотришь на все со стороны и просто играешь свою роль. И это мне очень помогало, когда происходило то, на что я не могла повлиять, и мне нужно было сохранить максимально свое психическое здоровье и разум в порядке. Искусство для меня в сложные периоды моей жизни было сублимацией. Со своими страхами и болью я нырял в холст, и это помогало мне справиться с страшными моментами в моей жизни. Я достаточно тревожный человек, и зачастую мне некому выговориться, а выговориться хочется. И живопись — это единственное средство, которое я могу использовать, чтобы поделиться своими эмоциями, переживаниями и быть услышанной, и я могу быть уверенной, что меня никто не осудит. Иногда один хороший разговор с человеком, которому вы не безразличны, и которому на вас не пофиг, очень сильно может разгрузить ваш эмоциональный фон. Если никого нет, то приходится самому как-то менять фокус на что-то другое, потому что вариться в своей проблеме, в своем пиздеце можно бесконечно, и это все будет ухудшаться. В такие моменты полезно просто отвлечься на что-то совершенно другое, заняться какой-то деятельностью и выйти либо из дома, либо где вы находитесь, просто поместить себя в совершенно другую обстановку и заняться абсолютно какой-то другой деятельностью, которая вас переключит. Это может быть, что угодно. Также помогает посмотреть какие-нибудь фильмы, книги, что угодно, что информационно загрузит ваш мозг и уберет из него мысли о каком-то негативном событии и проблеме. Вот. Если все сильно плохо и никто не может вам помочь, и слова уже не доходят, и ничего не хочется смотреть и видеть и переключаться, то тут нужна помощь профессионала. Это психиатры, психотерапевты, психологи, смотря насколько сильно все плохо. Абсолютно нормально, считаю, обращаться в учреждения подобного плана, потому что они для этого и нужны, чтобы лечить наше эмоциональное состояние и приводить нас в норму. Поэтому, если все плохо, то как бы идем и лечим свою голову. Вот так.